Разбив Уоллеса в битве при Фолкерке, король Англии Эдуард I на некоторое время утихомирил Шотландию. Однако избранный королем Шотландии Роберт Брюс шаг за шагом освобождал свою страну от англичан. К тому же его противник, новый король Англии Эдуард II, не обладал стратегическими талантами своего отца. Локальные победы Роберта Брюса над английскими войсками, а также успешные действия его сторонников по освобождению северной и западной частей страны позволили повстанцам перейти к осаде крупных городов Нижней Шотландии. Весной 1314 года армия короля Роберта I осадила замок Стерлинг, важнейший стратегический пункт в Западной Шотландии. Английский губернатор Стерлинга согласился сдать замок шотландцам, если осада не будет снята до 24 июня. Чтобы предотвратить падение замка, король Англии стал готовить новое вторжение в Шотландию. Из-за конфликта с английскими магнатами ему не удалось привлечь к походу значительные военные соединения. Но все же 20-тысячная английская армия под командованием Эдуарда II двинулась к Стерлингу. 23 июня английские войска достигли реки Беннокберн в нескольких километрах к югу от замка. Шотландская армия под предводительством короля Роберта I расположилась на лесистых холмах, окружавших дорогу. Войска шотландцев численностью до 10 тысяч человек существенно уступали английской армии, но имели выгодное расположение. Войско шотландского короля, как и армия его предшественника Уильяма Волоса, состояло главным образом из пехотинцев, вооруженных пиками. Пикинеры с 12-фунтовыми пиками были в легких доспехах с небольшими щитами. Они строились в глубокие построения шилтроны, удобные для отражения конных атак, но были слабо защищены от стрел лучников. Эти шилтроны были хорошо обучены и достаточно маневренны. В шотландской армии также имелось около 500 лучников и примерно столько же конницы. Шотландские рыцари были вооружены хуже англичан, но главное, что армия Брюса имела высокий боевой дух и крепкую сплоченность. В английской армии была рыцарская конница до 3000 человек, значительную часть которой англичане потеряли в первый день сражения. Пехота состояла из 17 тысяч человек, в ней было несколько тысяч лучников и копейщиков из Уэльса, но большую часть войск составляли английские ополченцы из северных графств. При Эдуарде II армия была слабо дисциплинирована и плохо организована. Шотландцы расположили свои отряды на небольшой возвышенности. Перед их фронтом протекала речушка Беннокберн. На ее заболоченных берегах были устроены волчьи ямы и установлены шипы против конницы. Правый фланг шотландцев был прикрыт лесом. Мимо левого фланга проходила дорога к замку Стерлинг. Когда авангард англичан под командованием Херрифорда перешел через реку, Роберт Брюс выехал вперед, чтобы лучше рассмотреть противника. Увидев короля, английский рыцарь Хэмфри Бохен стремительно атаковал его с копьем наперевес. И тут произошел поединок, в котором Брюс разрубил топором голову пылкому англичанину. В течение первого дня сражение шло с явным перевесом шотландцев. Холмистая местность и ошибки командования не позволили англичанам активно использовать кавалерию и лучников. Рыцари английского авангарда вынуждены были отступать под напором шотландских войск. Тем временем другой английский кавалерийский отряд, обойдя позиции шотландцев, направился к Стерлингу. Разгадав маневр англичан, Роберт Брюс послал шилтрон Томаса Рэндольфа на перерез наступающему отряду. Английские рыцари, лишенные поддержки лучников, были не способны противостоять шотландским пикинерам, и их отряд был разбит. Существенно поредевшие в первый день сражения английские латники прекратили атаки. Армия англичан осталась ночевать на заболоченной местности. Конница расположилась на стороне шотландцев, а пехота с другой стороны реки. На следующее утро, пока англичане еще не успели построиться, шилтроны шотландцев их атаковали. Конница англичан была дезорганизована, пехота не могла ей помочь, а английские лучники остались в тылу и не могли поражать шотландцев. Как и в предыдущий день, английские рыцари пытались атаковать, но англичанам требовалось слишком много времени, чтобы перестроить свои ряды и приготовить войска к битве, тогда как шотландская армия всей мощью обрушилась на английское войско. Попытки организовать сопротивление провалились. Англичане оказались блокированы у реки и сбились в тесную кучу, в которой не могли проявить свои боевые качества. Пока шилтроны теснили англичан к реке, небольшой отряд английских лучников попытался обойти их с фланга, чтобы начать обстрел.
Это было серьезной опасностью, и Брюс отдал приказ маршалу Кейту атаковать лучникам конницы. Поскольку перед лучниками не было препятствий, конница легко справилась с этой задачей. Тем временем сам Брюс во главе горцев присоединился к Шилтронам. Англичане начали отступать и обратились в бегство. Едва избежавший пленения, король Эдуард II бежал, чем способствовал окончательному развалу порядка и дисциплины в своих войсках. Пытаясь спастись, остатки английской армии бежали к англо-шотландской границе в 145 километрах к югу от места побоища. Многие англичане были убиты преследователями. В битве погибло более 10 тысяч их солдат. Потери шотландцев были сравнительно невелики. Несмотря на поражение, Англия отказалась признать независимость Шотландии, и военные действия продолжались еще более 10 лет. И все же это сражение стало решающим в борьбе за освобождение Шотландии. После Беннокберна Роберт Брюс перешел в контрнаступление и перенес всю тяжесть военных действий на вражескую территорию. Поражение английских войск способствовали возникновению в Англии серьезного внутриполитического кризиса. Это привело к свержению Эдуарда II. А 1 марта 1328 года был заключен Нортгемптонский мир, в результате которого была признана независимость Шотландии. Таким образом, победа при Беннокберне стала символом шотландского единства и борьбы за независимость, оказав значительное влияние на формирование шотландской нации.